Друзья, всем привет, с вами канал StableDiff. В open source вышла новая модель LTX 2. Это прорыв, блин. LTX 2 — это многофункциональная модель для генерации видео с речью, звуковыми эффектами и музыкой. Модель может также использоваться как апскейлер, разрешение от 1280 на 720 до 1920 на 1088. Можно также использовать и другие разрешения. Желательно просто выдерживать пропорцию 16 на 9, чтобы видео было максимально качественное. Сыграй мне, музыкант. Эх, молодая, сыграем и споем, но вечером. Да ну тебя, мужик. Качество озвучки высокое, поддерживает мультиязычность, в том числе русский язык тоже поддерживает, неплохо генерирует озвучку на русском языке. Можно озвучивать несколько персонажей в одном видео, можно делать описание голоса, например, говори быстро или медленно, грубый или нежный голос, высокий или низкий тембр. В этом году вам обязательно повезет. Вот мне повезло, и вам повезет, но мне повезет больше. FPS здесь используется 24 или 25 кадров в секунду. Скорость генерации на RTX 5090 около 100 секунд при следующих настройках. Эта модель на самом деле очень быстрая при ее возможностях и ее количестве параметров. Потребление видеопамяти при вышесказанных настройках около 23 гигабайт для FP8 модели и 17 гигабайт для FP4 модели. Но пользователи пишут, что умудрялись запускать генерацию даже на 8 гигабайтах видеопамяти. Checkpoint модель на данный момент доступна в форматах FP16, FP8 и FP4. GGUF модель на данный момент прям пока недоступна, но она скоро, наверное, появится тоже. Разница между FP16 и FP8 минимальна, она почти незаметна, а вот разница между FP4 моделью и FP8 существенна, то есть FP8 здесь будет заметно детальнее. Есть два типа этих моделей, полная и дистиллированная модель. А я вам советую скачать именно дистиллированную модель. Почему так? Дело в том, что вы, скорее всего, без дистилляции генерировать на этой модели не будете. Это будет значительно дольше. Если вы будете использовать обычную модель, полную, то вам придется дополнять ее дистиллированной лорой. А дистиллированная лора тоже занимает некий объем видеопамяти, и, в общем-то, вы будете просто терять объем видеопамяти. Вы можете ее потратить на более продолжительное видео или на более высокое разрешение. Поэтому лучше сразу скачать дистиллированную модель и просто отказаться от дистиллированной лоры. VAI у нас зашит в Checkpoints, его отдельно скачивать не нужно. А в качестве клиповой модели здесь используется Gemma 3 12-bit. FP16, FP8 и Int8 также модель еще существует. Я вам предлагаю скачать именно FP8 модель, так же как и для чекпоинта. Смотрите, какие у нас есть схемы в темплейтах. Это схема тексту видео обычная, где используется дистиллированная лора отдельно. Куда ты ведешь меня, мой бегемотик? В столовую мой пирожок. Есть схема image to видео тоже обычная, где у нас используется обычная модель и дистиллированная лора. Сегодня я открываю для себя фитнес. Эх, булочки, держитесь! Также у нас есть модель текст to видео с дистиллированной лорой и модель image to видео с дистиллированной лорой. Смотрите, на самом деле разница между вот этими вот схемами, она просто минимальна. Вы можете, например, вот в этой вот схеме выбрать дистиллированную модель, а лору дистиллированную забайпасить. И получится то же самое. Не знаю, зачем это сделали, но по сути дела схемы практически идентичны. Также у нас здесь есть еще две схемы. Это с картой глубины и с Кенни. Здесь мы можем загрузить видео, с него будет браться карта глубины. Будет также использоваться референсное изображение, подсказка, и по этому всему будет генерироваться уже новое видео по вот созданной карте глубины. Работает на самом деле обе вот эти схемы не очень хорошо. Есть на One модели подобные схемы, там они работают значительно лучше. В принципе, мы их сегодня даже рассматривать не будем. Я их запускал, но качество там так себе, у меня не получилось какого-то хорошего результата на них получить. Мне больше размера. Но также есть еще одна схема, которая работает очень хорошо, но в этих схемах ее нет. Это LTX Detailer. Мои помидорчики самые сочные в нашей деревне. То есть вы можете сгенерировать видео, например, 720p, потом его проапскейлить, получить очень высокое разрешение. Время апскейла примерно столько же составляет, сколько и время генерации видео. Если у меня 100 секунд видео генерируется, то примерно около 100 секунд будет и апскейл занимать. Для того, чтобы познакомиться с этой моделью немножко поближе, вы можете перейти на страницу разработчика LTX, и здесь можете почитать, посмотреть, что вообще здесь предлагается. Также здесь есть весь список
модели, которые необходимы. Возможно, каких-то моделей здесь нет, но большинство из моделей здесь доступно. Обратите внимание, есть набор лор для движения камеры специальные. В принципе, и так модель очень неплохо понимает движение камеры, но также есть уже лоры, которые прям 100% заставят эту модель работать очень четко. Также помимо вот этих вот всех темплейтов есть у нас набор схем от LTX, непосредственно LTX видео. Прям можете тоже перейти, скачать эти схемы, но эти схемы не совсем легко запустить. То есть, если вы прям совсем новичок, наверное, не стоит даже, в принципе, пробовать. Лучше из темплейтов возьмите. Если вы уже продвинутый пользователь, то попробуйте вот эти схемы. А здесь, если там что-то у вас не будет сразу из коробки работать, можно скомбинировать, скажем, схемы из темплейтов и вот эту схему, если вы разбираетесь. Ну и следующая страница, которую вам обязательно нужно посетить, это страница, где рассказывается, как, в принципе, писать промпт для этой модели. Дело в том, что возможностей у этой модели очень много. То есть она может не просто там с речью, да, генерировать какие-то видео, а может их делать с озвучкой, может делать там смещение камеры различные, а, в общем-то, может заставить общаться персонажей последовательно, то есть как описывать, в принципе, последовательность здесь действий. Все это расписано на примерах. Вы прям можете копировать какой-нибудь промпт и на его основе уже переделать его в свой промпт. Таким образом, вам будет проще научиться писать подсказку правильно. Также посмотрите примеры видео, которые здесь приложены. Здесь очень много примеров и достаточно длинные видео сделаны. Соответственно, последовательности здесь описаны тоже очень детально. И по качеству здесь тоже видео прям вообще классные. Конечно же, эти модели бывают разные. Смотрите, мы используем самую простую модель, быструю модель. Тут есть модель уже более продвинутая и вообще профессиональная. То есть профессиональная будет доступна только платно, а вот продвинутая пока неизвестно. То есть будет она доступна, не будет, но она по-любому будет, скорее всего, более долгой по генерации. То есть вот эта модель, она на самом деле неплохие по качеству видео выдает, неплохое управление этими видео получается, и также генерация очень быстрая. Итак, давайте сейчас попробуем схему текст-то-видео. Здесь я немножко что-то модифицировал, там тоже, может, что-то поправил, но вы можете спокойно взять схему из темплейтов, то есть заходите в видео, здесь берете либо вот эту схему, либо вот эту. Я бы вам советовал скачать сразу дистиллированную модель и взять вот эту вот схему. Просто по ней нажимаете, у вас открывается вот такая схема, она будет выглядеть практически вот один в один. Здесь обязательно посмотрите, куда эти модели нужно будет помещать, которые вы скачаете. В Checkpoints помещается основная генеративная модель Checkpoint, она здесь называется не Distill Model, а именно Checkpoint, потому что в нее встроен VAE, и это уже Checkpoint. Здесь показана не дистиллированная модель, но лучше скачать дистиллированную, поместить ее сюда же. В Text Encoder я не помещал модель, я поместил модель Gemma 3 в клип папку. И советую, наверное, вам тоже так же сделать. В папку Loros помещаете все лоры, которые вы скачаете. И также для апскейлера в любой здесь схеме используется апскейлер, то есть идет первичная генерация в пониженном разрешении, двукратно пониженном, и потом разворачивается эта генерация уже в то разрешение, которое вы вот здесь вот задаете. То есть если 1280 на 720, то разворачивается с помощью этого вот апскейлера вот в это вот конечное разрешение. Это апскейлер тоже нужно будет скачать и поместить в папку Latent Upscale Models. Если у вас вот такой папки нет, то ее необходимо будет создать. У меня, например, ее не было. Я ее создал, туда поместил вот такую вот модель апскейлера. В принципе, все. Для вот этой схемы больше никаких моделей вам не нужно будет. Вы здесь пишете подсказку, далее выставляете нужное разрешение, желательно 16:9, но можете и другие попробовать пропорции. В принципе, и другие тоже будут работать. Разрешение 720p, как здесь стоит, оно, в принципе, нормальное, хорошее по качеству. Но если у вас не будет хватать, скажем, видеопамяти, вы можете поставить поменьше. Можете рассчитать, то есть какое разрешение, чтобы примерно 16:9 у вас было. Поменьше там 1024, наверное, получится на 680, наверное, или на 640, что-то такое. Вот, если у вас, наоборот, много видеопамяти, но вот разрешение 1920 на 1088 у вас может уже даже не потянуть на 32 гигабайтах. На самом деле оно работает, но уже так помедленнее, потому что не хватает немножко видеопамяти, начинает загружаться оперативная память. Если ее тоже не хватает, то файл подкачки все это идет, и это уже значительно дольше все становится, поэтому вы можете немножко понизить это разрешение. Я вот, например, брал разрешение 1536 на 870, отличное по качеству видео получается, и в то же время у меня видеопамять, например, не забивается. Вы можете подобрать
свои разрешения, которые пригодны, скажем, для вашей видеопамяти. Также вот здесь вот задается количество фреймов. 121 фрейм по умолчанию — это примерно 5 секунд видео при FPS 24 кадра в секунду. Я здесь поставил вот такой вот узел. Здесь очень удобно рассчитывать количество секунд генерации. 5 секунд умножаем на 24 и интом вот так соединяем. То есть у нас получается 5-секундное видео. Хотим 6 секунд, просто здесь ставим циферку 6, 7. То есть таким образом просто удобнее этим всем управлять. Конечно, у нас видео выводится вот сюда. Вот если вы хотите сохранить, вы можете нажать правой клавишей, выбрать «Сохранить видео как», там сохранить его, например, на рабочий стол. Я вывел вот такой вот узел, это видео комбайн, и он сохраняет на автомате, то есть Save Output, и сохраняет в папку Output. Вы можете также удалить отсюда метаданные из видео, или можете, наоборот, их оставить вот таким вот образом. Вот этот вот многофункциональный узел, это узел сабграфа. Мы можем вот сюда вот на верхний правый уголок этого узла нажать и перейти внутрь этого сабграфа. И здесь у нас есть вот такая большая схема, и вам обязательно сюда в эту схему придется зайти. Почему? Потому что здесь выбираются модели. Эти модели не вынесены вот туда вот вне, а выбираются именно здесь. А вот здесь мы выбираем модель генеративную, чекпоинт, нажимаем здесь, например, вот так LTX, я в отдельную подпапку поместил, либо FP8, FP4, либо дистиллированную FP8, да, можем еще, кстати, большую, наверное, модель скачать, но у большинства она просто, наверное, не запустится. Дистиллированная FP8 модель здесь отлично подойдет. Здесь мы выбираем гемо-модель, опять же, FP8 модель будет более предпочтительна по видеопамяти, поэтому выбираем ее. Вот так вот. Далее переходим ниже. Здесь больше у нас ничего нету, Wire тоже нет, а вот правее, если мы немножко перейдем, здесь у нас выбирается лора. Смотрите, это лора Distill, то есть дистиллированная лора. Это если вы скачаете первый вариант схемы, а если мы скачаем второй вариант схемы, то этого здесь просто вообще не будет. Но если вы скачали первый, то просто его забайпасьте. Если вы, наоборот, хотите использовать полную модель и дистиллированную лору, то разбайпасьте, если выберете эту дистиллированную лору. Вот все вот эти схемы в темплейтах, они отличаются буквально вот этим вот. А здесь мы выбираем модель апскейлера, и в принципе все, больше здесь делать ничего вообще не нужно. Я немножко здесь некоторые параметры вывел, также VIA Tiled выставил, чтобы чисто поменьше видеопамяти расходовалось вот на этапе декодирования из латентного пространства. Все, вот нажимаем, обратно возвращаемся. Смотрите, вот здесь снизу я добавил некоторые узлы. Эти узлы в генерации непосредственно не участвуют. Но мы, например, можем сюда закинуть какое-нибудь изображение, например, вот такое вот, да. И если у вас LM Studio стоит, то вы можете просто нажать правой клавишей мыши и выбрать Q Output Notes. Тем самым мы получаем описание с этого изображения. И вот такое-то описание мы можем взять и добавить уже потом непосредственно вот сюда. Вот смотрите, я здесь таким вот образом делаю. Давайте вот сюда нажму. То есть вот это описание, которое я получил с помощью LLM-модели вот здесь, вы можете опять же чатом GPT или там онлайн какой-то системой пользоваться, в принципе, можно и так. А здесь я пишу непосредственно действие в сцене в самом начале и потом речь. Если мы пишем речь на русском языке, то прописывайте «говорит на русском языке» быстрым голосом, если хотите, чтобы побыстрее, там, если хотите помедленнее, то медленно, там, например, говорит. Вот дальше двоеточие, кавычки, и в кавычках пишите текст, который должен произносить персонаж. Если у вас систематически ставится ударение не там, где нужно, не на том слоге, например, бегемотик, да, то вы можете сделать таким образом. Вы можете букву О поставить заглавные буквы, и таким образом есть вероятность, что ударение будет ставиться именно на вот эту вот букву. По крайней мере, у меня так получалось достичь определенного ударения. В некоторых случаях это работает. Дальше мы, например, ставим точку и пишем, что у нас будет озвучить второй персонаж и каким тембром он там будет озвучивать. Опять же, если на русском, то пишем «говорит на русском языке». Таким образом, больше будет вероятность, что речь будет именно на русском, а не на каком-то там миксе, скажем, языков. И опять же, в кавычках пишем вторую речь, которую произносит второй персонаж. Последовательность тоже будет иметь значение. Если мы здесь, например, напишем «горилла поднимает руку», то она, скорее всего, будет руку поднимать после того, как произнесет эту вот фразу. Но иногда бывает там исключение. Сначала, то есть, какое-то действие происходит, а потом он начинает говорить. Но с вероятностью там 80% последовательность будет соблюдаться.
Смотрите, с фотореалистичными изображениями, как правило, с произношением речи проблем вообще никаких не бывает. Но если только вы не в правильной последовательности что-то напишите, если вы, например, вот это вот в самом начале напишите, то есть вероятность, что будет изображение вообще статичным и будет какой-то просто закадровый голос, либо там камера будет просто по этому изображению вверх-вниз подниматься. Такое бывает. Поэтому лучше пишите вот в такой вот правильной последовательности. Но если у вас изображение будет прямо такое чисто мультяшное, то будет большая вероятность, что модель будет пытаться озвучить это каким-то миксом языков, либо каким-то похожим что-то на английский язык. В нашем лесу нет комаров. Наесть и много других как. У меня получилось, например, вот это вот изображение озвучить, но, как правило, пыталась модель все время говорить не на русском языке. Вот с этим были проблемы. Также обратите внимание, это изображение подрезано под формат. Тоже важный момент, если вы, например, закинете сюда квадратное изображение, оно на автомате у вас подрежется и окажется таким образом, что у вас лицо будет наполовину срезано там или вообще головы не будет видно. В этом случае изображение будет либо статичным, либо просто камера будет двигаться так вверх. Поэтому лучше заранее подрежьте это изображение в формат таким образом, чтобы лицо было изначально видно полностью. Это исключит момент того, что изображение будет либо статичное, либо просто камера будет вот так вот плавно передвигаться вверх-вниз, а действия никакого не будет и персонаж говорить тоже не будет. В общем, здесь получается вот такое вот видео. Куда ты ведешь меня, мой бегемотик? В столовую мой пирожок. И давайте теперь перейдем к схеме Image to Video. Эта схема абсолютно такая же, она ничем не отличается. Те же самые модели здесь используются. Единственная разница то, что мы сюда загружаем входное изображение. Мы его загрузили, используем опять же апскейлер, здесь вставляется разрешение. Так же, как и для тексту видео, то же самое. Такие же требования к разрешению, то есть, как я там говорил, здесь мы выставляем количество секунд на генерацию, либо если у вас не моя схема, да, вот базовая схема из темплейтов, то есть просто ставим количество кадров. А далее мы можем опять же зайти вот сюда, вот выбрать здесь те же самые модели, как мы и там их использовали, гему и дистиллированную модель изначально. Также апскейлер здесь должен использоваться, да, вот здесь то же самое. И дистиллированная лора здесь я отключаю, если у вас обычная схема, а не для дистиллированной модели. А здесь уже тогда дистиллированную модель выбираю. Здесь у нас используются еще модели лора для поворота камеры, там доля эффект, поворот, там различные камеры может использоваться. Вы можете их тоже разбайпасить таким образом и выбрать необходимую лору. А лору вы можете скачать, как я вам показывал, вот здесь страница разработчика. Кроме выбора модели, здесь в этом сабграфе больше делать нам ничего не нужно. Возвращаемся вот сюда обратно, нажимаем. Самое основное то, что вам нужно сделать, это правильно прописать подсказку. Обратите внимание теперь здесь на подсказку. Здесь я пишу: женщина энергичным голосом говорит на русском языке, быстрым голосом. Ну, да, тавтология какая-то получается. Но, в принципе, оно и так работает. Надо, конечно, поправить это все дело. А сегодня мы будем заниматься йогой. Я покажу вам несколько позиций. Женщина поправляет волосы и говорит. Смотри, здесь описываются только действия, описывать именно персонажа здесь не нужно уже. Как правило, описание персонажа, как в режиме текст-то-видео, ведет к тому, что изображение просто будет статичным. В этом году я занимаюсь фитнесом. Вставай с дивана и приходи в зал. Поэтому пишите действия, пишите разговор, если он вам требуется. Звуки атмосферы тоже можете описывать. Давайте я вам покажу еще один пример подсказки, просто чтобы вы понимали, насколько гибко можно в этой подсказке работать. Смотрите, вот такое вот видео я сейчас вам запущу просто на полный экран. Привет! Смотрите, видео достаточно большое, там оно, по-моему, больше 10 секунд длится, и каждое действие этого зайца, который там пробегал, оно было расписано. Пример этого описания я посмотрел вот здесь, и вам тоже рекомендую обязательно посмотреть, как эти подсказки пишутся, вот такие длинные. И давайте посмотрим, что здесь было конкретно вот в этом вот ролике. Мультяшный кинематографический кадр. Антропоморфный заяц идет по городской улице, камера поворачивается, и походка зайца продолжается средним планом. Затем заяц начинает тяжело бежать, после чего останавливается и поворачивает лицо к камере. И камера приближается к его лицу. Антропоморфный заяц говорит на русском языке «Привет». Заяц машет рукой, потом медленно открывает рукой зеленую дверь и заходит в помещение, закрывает дверь. Смотрите, вот таким вот образом описывается последовательность действий,
которая необходима для вот этого описания. Здесь не хватает только подсказки описания самого персонажа. На самом деле в самом конце нужно бы добавить сюда описание непосредственно персонажа. Дело в том, что у нас это схема тексту видео. Здесь нет у нас входного изображения, и эта схема более гибкая, в отличие от image to видео. Смотрите, здесь в текст to видео действительно схема позволяет вам больше возможностей раскрыть в генерации этого видео. В image to видео все-таки возможности более ограничены. Таких вот гибких прям возможностей у вас, скорее всего, не будет, но зато будет входное изображение, которое вы уже можете полностью там контролировать, сгенерировать и уже точно понимать, что у вас получится в кадре. А давайте теперь перейдем к схеме апскейлера либо детейлера. В общем-то, это схема для детализации вашего видео и для его апскейла. Здесь вы можете апскейлить как видео, сгенерированное на LTX, также и любые другие видео. Можете сюда вот загружать, то есть загружаете или выбираете, вот здесь нажимаете любое из видео. И далее мы это видео будем апскейлить до 3,5 мегапикселей. А вот здесь выставляется разрешение, которое в итоге у нас получится 1920 на 1920. Смотрите, модели используем те же самые абсолютно. Это модели Checkpoint, Distillated, FP8. Здесь мы используем модели Detailed. Вот эта вот новая модель, там у нас ее не было. Ее нужно будет скачать, поместить в папку LoRaWAN. И из этой папки мы ее загрузим. Гемма используется та же самая модель. И здесь второй раз загружается модель вот эта. В тех схемах мы передавали одну и ту же модель, то есть одну и ту же модель сюда и сюда. Здесь мы просто и здесь выбираем одну и ту же модель. Это не означает, что эта модель дважды будет использоваться. Она на самом деле все равно один раз загрузится. Далее здесь мы можем, наверное, поменять разрешение. Я, честно говоря, вообще здесь ничего не менял, ничего не трогал. Детализация получается вполне неплохая. Давайте я вам сейчас покажу видео до апскейла. Мои помидорчики самые сочные в нашей деревне. Хочешь попробовать? А теперь давайте посмотрим на видео после апскейла. Мои помидорчики самые сочные в нашей деревне. Хочешь попробовать? В общем-то, вот такая детализация получается вполне неплохо видео апскейлится. По времени апскейл достаточно быстрый, около 100 секунд он занимает. Схема здесь вот такая вот простая, намного проще, чем схема для генерации видео. Писать промптов здесь тоже не нужно, схема работает без промпта. Но теоретически его можно, наверное, писать вот здесь. Возможно, можно повысить как-то результат, но по умолчанию здесь в схеме подсказки никакой не было. Друзья, вот такая модель LTX 2. На самом деле очень интересная модель. Хорошо то, что она говорит по-русскому. Можно реально делать ролики на русском языке. Очень здорово то, что можно делать достаточно продолжительные ролики до 15 секунд. Вот у меня получалось делать. Возможно, можно и больше сделать. Главное, чтобы вам хватило видеопамяти. От потребления видеопамяти будет зависеть как раз-таки разрешение, которое вы можете позволить генерировать, и продолжительность видео, которого тоже себе сможете позволить. Вы можете всегда понизить разрешение и повысить продолжительность видео, или наоборот понизить продолжительность видео, повысить разрешение. Но как вы видели, существует апскейлер, то есть вы можете потом проапскейлить эти сгенерированные видео и тем самым просто нарастить детали и восстановить там какие-то некоторые неточности. Друзья, на Boosty приложу вот свои немножко там измененные схемы, но по сути дела схемы те же самые из темплейтов. Также приложу на Boosty подробную инструкцию со всеми ссылками на модели, и также, если у вас с Hugging Face модели не скачиваются, я обычно прикладываю на альтернативные источники тоже ссылки на модели, потому что модели, как правило, большие. С Hugging Face, если у вас там через какой-то VPN скачивается, это, как правило, вся долго. Существуют и другие ресурсы, с которых тоже можно скачать такие большие модели. Также вас приглашаю в свой телеграм-канал, чтобы вы ничего не пропускали. Там я выкладываю тоже интересные темы. И в большой телеграм-чат, там большой комьюнити просто для общения. Вы можете пообщаться с людьми по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.